Здравствуйте, мои ведьмочки, мои любимые волшебники. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему судьбоносные моменты осени, которых вам не избежать. Мы посмотрим, что осенью еще по судьбе, что может быть такое неординарное, интересное в вашей жизни и в то же время совершенно неизбежное, то есть то, что у вас будет, и это как бы невозможно обойти. И у нас с вами будет 4 позиции на Таро Гранд Люкс Чиро Марчетти. Я напоминаю, что вы в любой момент можете посмотреть это видео. Оно все равно будет вам полезно. Итак, достаем наши карты. Достаем наши карты и начинаем их перемешивать. Да, как обычно перемешивать. Вы можете также смотреть несколько позиций, также можете смотреть позиции для близких, для любимого человека. Так, вот она, карта благословения, это уже сама и выпала. Что же у нас тут выпало, да? А выпало Солнце. Высшие силы хотят вам сказать, что благословляют вас. И те, кто смотрит сейчас на эту карту, вы скоро получите неожиданную удачу или хорошее известие. Вот очень-очень в скором времени. Солнце просто так не падает, да, то есть оно прям выпало из колоды, это уже и благословение на расклад, и для вас благословение, то есть очень хорошая карта, счастливая карта, карта талисман. Итак, раз у нас такой хороший расклад, мы начинаем выкладывать 4 позиции. Первые у нас карты, это то, что в вашей жизни недавно происходило, вы по ним ориентируетесь. То есть совсем-совсем недавно, что было. И вы уже будете знать, что правильно выбрали позицию. Да? И мы обозначать позиции сегодня будем камушками. Давайте их опять выбирать. Что у нас тут есть. Да? Что у нас тут есть? Ой, я буяню. Я буяню. Я такая женщина. Громкая, шумная. Так, давайте, вот у нас, значит, голубой гавлит. Дальше, значит, кто у нас тут есть? О, есть вот гематит, давно не брали. Смотрите, гематит. Так. Сейчас мы тут в закромах-то пошаримся в этих камнях, да? Что-нибудь найдем интересненькое для вас. Вот, например, агатик. Вот этот, смотрите, какой красивый агат. Так, все, я опять буяню. Кто в наушниках, простите меня, простите. Я думаю, что я из вашей квартиры всю нечистую силу сейчас выгнала. Это совершенно точно. Ну и давайте дюмартирит. Возьмем камень тарологов. Раз уж он тут попросился ко мне. Вот. Такая шкатулка у меня индийская. Итак, 1, 2, 3, 4 позиции. Судьбоносные моменты осени, которых совершенно не избежать. То есть, что там по судьбе будет такое, да, важное для вас. То, что очень-очень повлияет, может быть, на вашу жизнь, да. И я думаю, что, может быть, это что-то хорошее. Не ждите плохого, не надо, оно само приходит обычно. Его никто не ждет, оно само приходит. Так, хорошо. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Я убираю последние 3 позиции. Последние 3 позиции убираю. Судьбоносные моменты осени. Да? Судьбоносные моменты осени. Голубой гавлит. И первая карта, это как раз-таки вот недавно, что у вас в жизни было. Ваша карта. О, 8 жезлов. Что-то прям стремительное такое произошло, неожиданное для вас совсем недавно. Известие, как снег на голову, как гром среди ясного неба. Вы были в шоке, вы не знаете, как себя вести. И действовать нужно очень быстро. Ну, то есть вот недавно у вас именно такое развитие событий в жизни было. Я извиняюсь, мне пришлось чихнуть.
Такова жизнь. Ну, видимо, я правду говорю. Вы знаете, когда говоришь что-то и чихаешь, или кто-то что-то говорит, и ты чихнул случайно, значит, правду сказали. Ну, вот тут так и есть, что у вас недавно было что-то такое невероятное, неожиданное, что взбалмошило вас, переполошило, да. Вы от этого шокированы, не можете оправиться, не знаете, как на это реагировать, как вам дальше действовать. И, соответственно, постоянно идет суета какая-то. То есть у вас вот много-много хлопот. Такое развитие событий, да, что нужна скорость, нужно действовать. И, по сути, иногда даже нет времени выбирать, а просто нужно срочно что-то делать. Вот так. Вот если у вас что-то такое недавно было, то это первая позиция явно ваша. Еще с моим чихом я очень прошу прощения, осень же. Ну вот так бывает, да, что чихнешь иногда неожиданно для себя, для других. Может, я вас оглушила сначала камнями, потом чихом. Итак, давайте смотреть, что у вас по судьбе осенью такого, что и даже невозможно избежать. Что там будете делать такое интересное дальше осенью. Так, ну у нас тут, значит, 8 пентаклей. По сути, будет какой-то момент в работе, поворот событий, причем по судьбе какая-то перемена именно в рабочем положении, да, вашем. Я так понимаю, что это могут быть организационные моменты или добавляется работы. И, конечно, ну а как вы этого можете избежать, если вот вы где-то работаете в организации, да, и вдруг добавилась работы, что вы с этим сделаете? Будете работать, правильно же? Да, вам могут и оплату добавить при этом, но времени будет уходить больше. Соответственно, ваш профессионализм кому-то понадобился. Да, вы востребованный сотрудник, так скажем. Так, давайте смотреть дальше. Да, я говорю же, туз пентаклей. За это очень хорошо заплатят. Вы будете богатеть на основе того, что у вас добавляется работы. Также, если вы ищете работу по судьбе, осенью, вот до конца осени вам найти работу. И, соответственно, с очень высокой оплатой труда. Карты здесь говорят о том, что вам как будто удачи не избежать. Но удача это связано с трудом. Вот бывает такое, что сначала кажется, навалили на меня работы, как же так, какая несправедливость. Но на самом деле это обернется для вас своей самой выгодной стороной. То есть дело даже не только в деньгах, а появляется по тузу пентаклей какой-то шанс, возможность, удача, большая удача. И, соответственно, высшие силы, они делают вам подарок на самом деле. Но вы сначала не будете знать, что это подарок. Вы будете это воспринимать, наоборот, как каторгу. Ну, мол, заставили трудиться, заставили в чем-то разобраться или документы какие-то перешерстить. Вот. Может, вы среди этих документов раритет найдете, да? Или клад какой-нибудь там. Кто-нибудь в документах денежку забыл. Ну, бывает такое, что человек соглашается работать больше, а потом его не просто награждают, а и продвигают по карьерной лестнице и делают для него очень много хорошего, потому что посчитали его прекрасным сотрудником. Или если у вас свой бизнес, добавится клиентов, и вы будете гнуть спинку, да, работать, но при этом и денег добавится, и люди-то вас ведь уважать будут, там, земля слухами полнится, ваша организация или там, ну, заведение, да, станет очень популярным. Или вы станете просто очень популярным человеком. Так, что еще там ждет? Ну, тут у нас дьявол, да, можно сказать. И со звездой. Карты показывают здесь, что по судьбе вам встретить, ну, очень неординарного человека осенью, который, да, может манипулировать и управлять другими. Да, этот человек обладает невероятной харизмой, магнетическим взглядом и очень известный человек. То есть это может быть актер, актриса, певец, там, я не знаю, политик, ну, кто-то популярный, известный среди многих людей. И, соответственно, этот человек может появиться в поле вашего зрения, в кругу вашем общем, да, или, может быть, среди какого-то общества этот человек известен. Но именно он такой жгучий, да, вот прям взгляд у него жгучий, и он такой мощный, этот человек в плане энергетики.
То есть многие люди, вот он входит в комнату, сразу обращает внимание, такой человек может одеваться как-то нестандартно, или там стандартно, но в очень дорогую одежду. Правильно говорят, дьявол носит Прада. Может быть и правда, он носит Прада. И понимаете, такой человек, он всегда полезен. Но самое главное, чтобы он не взял вас в оборот в плане манипуляции, конечно. Вы же понимаете, что каждый из нас может выбирать в своей жизни, как ему вести себя, что делать в плане, ну, с такими людьми, да, когда ты общаешься с очень крутыми людьми, там, да, с известными, популярными, и ты можешь повести себя неправильно, и этот человек вообще от тебя отвернется, да, или ты можешь повести себя очень-очень хорошо, там, сказать, что поможешь во всем, проявишь лояльность, проявишь свою культуру, да, особую, и, ну, зарекомендуешь себя со всех самых лучших точек зрения, и человек будет с тобой там годами дружить, хотя он раньше тебе казался шишкой, там, да, никогда которой не дотянуться, но теперь этот человек уже ого-го в твоем обществе, да, и ты уже с ним общаешься на равных, как свояк. Вот, поэтому, да, здесь вот это очень так намекает, что человек в будущем может вас продвинуть тоже, и вы тоже можете стать популярным человеком на основе этого судьбоносного знакомства. То есть это не обязательно, что для чувств, для любви там вам знаменитость встретится. Это может быть просто полезная связь. Ну, дружите со знаменитостями. Дружить это очень полезно. Человек может во многом там помочь, у него много связей. Там, если у вас торговля своя, или там хорошая какая-то работа, или служба, или еще что-то. Человек явно может повлиять на вашу жизнь. Причем на всю вашу семью, да, то есть от ваших там финансов зависит и ваша семья. Соответственно, от вашего служебного положения или там, от продвижения в жизни все зависит, конечно. Может, вы поете, встретите певца там, да, знаменитого, и человек выведет вас тоже на сцену и продвинет в плане карьеры там, певца, певицы там, или еще что-то такое, да. Вот я считаю, что вам нужно этот шанс явно хватать. Да, и работы будет больше при этом, но и денег больше. Ну, я считаю, что это прекрасно. Так, давайте посмотрим, что еще может быть такое у вас по судьбе. Ага. Девятка пентаклей. И справедливость. Ну, вы знаете, карты здесь показывают, что вам по справедливости положены действительно большие деньги и безбедное существование в будущем. И осенью идет ну, вот какое-то продвижение в эту сторону. То есть мы уже это подтвердили несколько раз сейчас, что благосостояние будет расти. Соответственно, получается так, что вот как-то так обстоятельства сложатся, что вам это не, ну, вот как не просто даже по судьбе, еще и по закону, или как, может быть, это официальная какая-то работа, служба там, да, может быть, какие-то привилегии вам достанутся, награды за что-то такое хорошее. Вот, например, бывает такое, что пожарные очень могут быть награждены там за какие-то свои выслуги, да, потом, допустим, медики, учителя в своей работе там с детьми, там, да, с пациентами. Потом, значит, если у вас свой бизнес, там, кафешка своя или еще что-то, вот как будто вам по закону там, жизни положено, что вы для города очень много сделали, кафе, рестораны, магазины, это очень сильное продвижение для города. И, соответственно, вам положено, да, вознаграждение, там, награда, да, от мэрии, может быть, за то, что вы сделали вклад в культуру города. И вот смотря чем вы занимаетесь, даже если у вас маникюрный салон, вы можете познакомиться с кем-то влиятельным, ну, сделать его своим клиентом, и к вам пойдет элита. И тогда, вот как по закону жизни, по карме, да, у вас идет процветание. И все карты об этом сказали, что у вас идет в жизнь процветание благодаря вашим связям и благодаря именно справедливости, закону справедливости. Может быть, вы помучились до этого, да, или как-то испытывали проблемы большие с деньгами, но этого больше не будет. А наоборот, начиная с осени у вас идет вверх, в гору, да, и, соответственно, поднимайтесь, идите вперед, потому что
развитие ваше будет влиять на всех ваших окружающих и на членов семьи. Это важно. Ну, вот такая позиция номер 1. Ох, не зря чихнула. Ох, не зря чихнула здесь. Это совершенно точно. Хорошо, позиция номер 2. Гематит. Давайте смотреть судьбоносные моменты осенью, которых нельзя избежать. И первая карта — это что у вас недавно происходило в жизни. Так, 7 пентаклей. Ну, вы вкладывали куда-то энергию, силы и потом собирали урожай. Недавно у вас был в жизни сбор урожая. Это не обязательно в физическом смысле, что вы огород насадили, потом картоху, там яблоки собирали. Нет, это не обязательно. Карта просто показывает, что вы добивались результата очень долго и получали результат этот. Или сейчас до сих пор еще ждете, да. То есть было явно недавно вложение энергии в вашей жизни, да, там, а может оно было там длительное время, годами, и вы либо до сих пор ждете результата, вы либо получали результат. И, соответственно, этот результат должен обрадовать. Это плоды, которые вы заслужили, да, вы сами работали, сами что-то делали, очень важное. И, соответственно, в итоге вы награждаетесь, да, ваша жизнь будет награждать. Или уже наградила недавно. Сбор урожая — это прекрасно, это один из самых замечательных ритуалов любой народности, который празднуется. И, соответственно, 7 пентаклей очень часто похожа на праздник, на радость большую, на изобилие, на награду. И, может быть, вот недавно у вас в жизни был какой-то праздник, да. И, соответственно, я считаю, что это карта терпения. То есть вы проявили терпение к жизни, вы проявили терпение к событиям, да, в своей жизни. Ничего не торопили, а старались. Вы молодец, вы человек молодец. Вот. Хорошо, давайте посмотрим судьбоносные моменты осени, которых нельзя избежать. Так, карта выпала. Сегодня у нас расклад полон неожиданностей. Вот я вам честно скажу, потому что я уже и камни роняла, и карты роняла, и, значит, чихала. Вот, значит, сейчас, смотрите, карта 6 пентаклей выпала. И первый такой момент судьбоносный сразу же, да, что идет как будто чье-то вложение в вас. Вы причем можете с отдачей, да, то есть когда вы человеку делаете что-то хорошее, и он вам делает что-то хорошее. Это взаимный обмен энергиями. Но в любом случае вам кто-то будет помогать осенью. И вот это энерговложение будет очень ценным для вас. Да, вы отплатите добром на добро, но тот человек гораздо богаче, сильнее, чем вы. Но вы для него не менее ценный человек в том плане, что все мы несем какую-то функцию, она на самом деле одинаково важна, просто многие люди, когда у них есть деньги, смотрятся для нас больше, чем мы. На самом деле это не так совершенно, но миссия у всех своя, да. Эта миссия не умаляет ни одного человека, она равна на самом деле. То есть, что уборщик на заводе, что инженер, они равны на самом деле, но людям кажется, что это не так. Инженер важнее, он конструирует, он все там соблюдение техники безопасности контролирует и все такое. Но уборщик очень важен на самом деле, потому что он на заводе, если не уберет, вот тогда действительно будет катастрофа, да. То есть вы же это понимаете, что без уборки не будет функционировать цех, не будет функционировать завод, все будет завалено, и все остановится производство. То есть они равны, но всем кажется, что инженер важнее. А на самом деле весь коллектив важен от самого низа и до самого верха. Поэтому, вот, допустим, в других странах, во многих странах, да, стараются одинаково, практически одинаково равноценно платить любой профессии. И это нормально, понимаете? Так, смотрим дальше. То есть вам идет помощь от какого-то влиятельного лица. И это уже точно не избежать, это хорошо. Дальше у нас 10 пентаклей. Вы за осень скопите довольно приличную сумму денег. И более того, конечно, эта карта не просто скопите, да, а финансового процветания, финансовой стабильности.
С чего человеку копить, если этот человек беден, да? Если у него и так не хватает денег, с чего же он будет копить? Нет, конечно. Значит, это финансовое процветание. Когда ты уже даже можешь откладывать деньги со своих доходов, это уже говорит о том, что ты получаешь больше, чем тебе необходимо для жизни. Соответственно, если вы будете копить осенью и что скопите даже неплохую сумму, понятно, что у вас будет финансовое процветание, но вот я говорю, у вас уже третья карта пентаклевая, много завязано здесь на доходы, на деньги, на богатство, и мы видим, что вот помощь-то идет. Да, помощь идет. И по судьбе действительно получать больше, накопить денег, накопить какую-то хорошую сумму. Смотрим дальше, что еще по судьбе осенью, чего не избежать, да. Опять пентаклевая карта, вот тут уже двойка пентаклей. Мы по этой карте понимаем, что вам придется продемонстрировать себя, но вы в чем-то профессионал как будто бы. Но вам придется туго, потому что вот он прямо и по ниточке идет, и ему равновесие держать надо. Вам, во-первых, нельзя жаловаться осенью совершенно, и вы не будете жаловаться. А во-вторых, слишком много нужно будет делать. То есть постоянно быть на грани, держать равновесие, стараться изо всех сил демонстрировать, насколько вы профессиональны. Ни на минуту не придется остановиться, чтобы просто даже передохнуть, а именно постоянно демонстрировать себя, постоянно показывать, насколько вы хороши. Я так понимаю, это все из-за больших доходов, которые у вас растут. То есть человек должен себя зарекомендовать и длительное время, чтобы ему поверили и чтобы ему платили больше. Для этого нужно постоянно поддерживать один и тот же ритм. И, соответственно, этот ритм выматывает. То есть, когда ты работаешь сутками, не останавливаясь, делаешь что-то одно и то же, и ты не можешь позволить себе передохнуть, это называется уже перетрем такой, да, переработа. Но при этом ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Многие люди так делают, чтобы заработать авторитет. Потом уже можно будет отдохнуть, когда ты в авторитете в этом, да, когда тебе уже поверили, когда тебя взяли в свой круг, но для этого нужно сначала в него войти. Поэтому вам по судьбе вот войти в этот круг, но сначала это много ведь придется делать, да, много показывать, на что вы способны. Следующая карта четверка пентаклей. Мы здесь видим купца. Здесь этот купец, у него есть целый ящик с золотом. И он как будто сходит с корабля куда-то, да. Карта хорошей торговли, в первую очередь. Если вы связаны с торговлей, она будет у вас очень успешной осенью, да. Дальше, значит, мы здесь видим, может, куда-то придется съездить по судьбе. И этого не избежать. Причем ради работы именно. Ради работы, ради международных связей. Или завести просто международные связи, чтобы войти в стабильность. Вы же знаете, что четверка пентаклей держится всегда за свой пентакль, за свой сундук с золотом и старается быть стабильным, не раскидывает энергию, да, а наоборот сжимает ее, пытаясь удержать. И вот у вас, скорее всего, будет такой момент, что то, что вы накопите длительное время, вы это будете пытаться пока удержать, придержать при себе, потому что вам это нужно для чего-то, ну, допустим, там недвижимость, машина, что-то большое купить или вложиться в переезд или еще что-то. Хорошо. Так. Здесь у нас следующая карта Иерофант. Не избежать совершенно точно долго. Ну, то есть не долго, который ты занял там денег и не отдаешь, да, а вот чувство ответственности перед другими людьми, перед коллективом, перед домашними или состояние, знаете, когда ты находишься в официальном браке, и ты должен не только работе, но и мужу, жене. То есть этого тоже по судьбе не избежать, что вам придется отдавать свой долг гражданский, да, там перед людьми, или свой долг перед своей семьей, да, то есть, что за всех проявить ответственность, стараться ради всех,
делиться там деньгами, ресурсами, вкладывать энергию. И, может быть, у вас в подчинении будет коллектив какой-то, и тогда им нужно отдать себя и действовать четко по закону. Вот понимаете, иерофант — это для всех такой вот учитель, наставник. И вам нужно будет выполнять эти функции и не избежать этого совершенно. То есть это по судьбе вам, ну, такая роль выходит, да, наставника. Для многих, прям для многих. Следующая карта — рыцарь пентаклей. У вас очень много пентаклей. Их целых 6. То есть вы понимаете, насколько важны для вас деньги сейчас. И деньги, и наработки, и увеличение, допустим, числа клиентов, если вы с этим связаны, да, или просто увеличение объемов производства. И, конечно, вас не очень, может быть, волнует личная жизнь, либо не так, как деньги. То есть деньги — это ваше все на осень, и осень для вас хлебная пора. Когда вы действительно можете заработать, у вас есть все шансы и возможности для этого. И рыцарь пентаклей говорит о том, что вы можете встретить какого-то человека, который в этом вам поможет. Это очень честный человек. Вот. Ну и сама по себе эта карта, рыцарь пентаклей, опять же, продвижение в работе и увеличение доходов. Буквально карьерного роста, да, или вот просто продвижение вверх в плане вашей работы, бизнеса. Соответственно, все карты здесь показали, насколько вы будете успешны. Но это требует от вас полной выкладки. Если выкладываться не планируете, это ничего не сбудется. Вот я вам честно говорю, что вы даже не сможете избежать вот того, что вы будете выкладываться. Вы можете сейчас сказать: я не буду выкладываться. Вот не буду, не хочу. Но по судьбе не избежать того, что вы будете выкладываться по полной. Вас как-то жизнь заставит. И в итоге, конечно, вам не избежать того, что у вас увеличатся доходы и увеличатся ваши ресурсы жизненные. Ваше какое-то материальное положение улучшится, и карьера, и работа, и семья, конечно, станет крепче, скорее всего. Ну, вот такая позиция номер 2. Здесь все завязано на пентакли. Может, гематит поэтому не зря выбрали. Он тоже такой очень сильный камень энергетический, очень мощный. Тяжелый, как не знаю, что вот прям. Вот. Может, поэтому вы его и выбрали. Так, ладно, смотрим третью позицию. Судьбоносные моменты осени, которых не избежать. И первая карта: что у вас недавно в жизни происходило. Тройка жезлов. Вы кого-то ждали, или чего-то ждали, или планировали уезжать. Вот карта показывает планы на путешествие, да. Может, даже дорога уже была. Вот. Либо ждали кого-то там, что кто-то приедет, или, ну, как сказать, объявится, может быть. Планы строили на будущее. Карта очень положительная в этом плане, что человек планирует свое будущее, новые цели ставит, задачи перед собой, смотрит с оптимизмом и надеждой вдаль. И хочет, может быть, посетить какие-то другие города, страны, может поработать где-то за границей или просто в другом городе, в другом регионе. То есть вот такая карта. И, конечно, она полна надежд. Она полна ожидания и надежд на лучшее будущее. Вот у вас это недавно было. Если себя узнаете, давайте смотреть судьбоносные моменты осени, которых нельзя избежать в вашей жизни. Тщательно перемешиваем колоду. Итак, первая карта у нас — 7 кубков. Вы знаете, вот вам по судьбе осенью встать перед выбором и запутаться. Вот прям очень сильно запутаться в этом выборе. Перед вами будет масса разных вариантов. Это может быть как мысли, догадки о ком-то, так и выбор, как вам действовать, как вам быть, как поступить, да. Может быть выбор, чем заниматься, на какую работу пойти, даже в какую профессию податься. То есть вот перед вами прям целая куча разных вариантов. А вы не знаете, какой из этих вариантов взять, выбрать и делать уже. Или с помощью какого из этих вариантов составить план действий и действовать. Вот понимаете, карта полного
заблуждения. Она всегда говорит о том, что человек витает в облаках и даже не может проследить, а какие у каждого из вариантов последствия для меня, да? Вот я сделаю так, какие будут последствия? То есть это важно здесь. Вы сначала будете просто вот в озадаченном таком состоянии и все. И несколько инфантильном состоянии. Состояние ребенка. Дальше, значит, эта карта, она показывает очень сильные фантазии. Если вы творческая личность, у вас будет тогда очень сильный всплеск осенью в плане творчества. То есть тогда много шансов для развития этого творчества. Для того, чтобы у вас было вдохновение что-то делать. Многие люди жалуются осенью на то, что у них нет вдохновения. Но, может быть, тогда сама осень вас вдохновит. Попробуйте. И карта говорит о том, что фантазия будет очень бурной. А это значит для творческого человека развитие всех его проектов. Вот у кого как, да? Если вы творческая личность, карта показывает полное развитие. Если вы не творческая личность, карта показывает озадаченность и заблуждение. Но также эта карта может показывать невероятную любовь. Вы знаете, 7 кубков – это карта Скорпиона в первой декаде. Я вам это много раз говорила. И эти люди могут влюбляться до беспамятства. Вот в такую зависимость впадать, с которой вообще невозможно вылезти. А еще они очень часто обещают и не делают. Поэтому это все стороны одной медали, как говорится. Человек влюбляется в что-то нереальное, то, что он в своей голове создает про того человека, о котором он думает сейчас. И, соответственно, вы можете очень сильно влюбиться, но это будет нереальная любовь, психологическая зависимость. И то, что вот вы о себе, о человеке придумали, в то и влюбились. Будьте осторожны в этом плане. Потому что это прям любовная эйфория. Карта показывает очень сильную любовную эйфорию. И может такое быть, что даже по этой карте кто-то в вас так влюбится. Но тогда вам придется развеять у человека все эти иллюзии, да, показать реальность. То есть человек может познакомиться с вами в интернете и навоображать такого, что в итоге приедет за 3300 километров, а окажется, что вы не то, что он представлял. Так, смотрим дальше. Следующая карта у нас 4 кубков. По судьбе осенью наконец заметить ту возможность, которую вам уже давно предлагают высшие силы. Вы имеете эту возможность прямо сейчас у себя, когда смотрите это видео. Но вы ее прямо у себя перед носом не видите. И, наконец-то, осенью вы сможете ее увидеть, эту возможность, и воспользоваться ей. Это может быть как в плане личной жизни, так и в плане работы финансов. И надеюсь, что это будет в плане работы финансов, потому что пойдет такой момент самореализации, который давно уже прям болтался перед глазами, да. То есть вы сможете больше зарабатывать, добиваться своих целей, в итоге развиваться очень сильно, самореализовываться. Самореализованный человек, он и любить умеет, и его все любят. И он не может остаться без пары. То есть, конечно, выгоднее самореализация, чем просто отношения, да. Ну, смотря что вас сейчас больше, конечно, волнует. Так, судьбоносные моменты, что еще? 7 мечей. Карта показывает, что кто-то что-то будет делать втайне от вас. И этого не избежать. Вы об этом узнаете потом. То есть сначала это будет от вас скрыто. И, соответственно, может кто-то за вами наблюдать будет, следить, как здесь на карте, из-под тишка. А может быть такое, что человек просто долгое время от вас что-то скрывает. Тот, который общается с вами очень близко, но информация от вас утаена, да, по какой-то причине. Ну, допустим, причиной может быть ваша реакция. Я тебе об этом не скажу, ты мне выдерешь все волосы. Я тебе об этом не скажу, я напарюсь на очень сильный скандал. Я тебе об этом не скажу, потому что испорчу тебе сюрприз. Да? То есть это может быть как хорошее, так и плохое, поэтому давайте посмотрим, а что это? Что человек какой-то близкий, да, будет от вас скрывать? Что от вас скрыто по судьбе? Ага, 5 жезлов. То, что с этим человеком кто-то очень сильно борется, воюет, ругается, кричит на него.
И человек не хочет вас расстраивать, что на него идут нападки. Соответственно, будет от вас это скрывать. То есть вот кто-то из близких, любимый, может быть, человек, скрывает просто потому, что не хочет, чтобы вы знали, что на него идут нападки. Что на него кто-то постоянно то ругается, то, там, не знаю, провоцирует. Бывает такое психологическое давление, а бывает даже в физическом смысле, да, что, ну, там, с кулаками кидается, например, а вы даже и подозревать не подозреваете, что на близких кто-то так наезжает, да. Вот выясните этот момент, выясните этот вопрос. Так, смотрим дальше. Упс, I did it again. Смотрим, что еще у вас такие, какие судьбоносные моменты. Так, на улице резко потемнело, заметили? Это у меня из окна же свет. Так, а здесь у нас шестерка пентаклей. Кто-то будет вам помогать, влиятельное лицо. Скорее всего, поможет в материальном смысле или по работе. Продвинет вас вверх. Или именно в материальном смысле, ну, то есть может дать денег в долг, может поднять доходы. Вот. Но вы для этого человека в ответ тоже что-то будете делать. То есть не только этот человек в вашу сторону что-то делает. Вы, естественно, отвечаете добром на добро. Поэтому идет взаимный обмен энергиями. Помощь уже на подходе. То есть вы, может быть, и не ожидаете эту помощь, но вам по судьбе и не избежать то, что придет от вашего ангела-хранителя или от Вселенной, именно от Бога, да, какой-то помощник, который имеет сейчас в обществе гораздо большее влияние, чем вы. Это очень хорошо, я считаю. Очень хорошо. Так, что еще там интересного? Ага, двойка жезлов. Открываются врата. Вот смотрите, карта показывает врата между прошлым и будущим. И вам нужно сделать вывод. Ой, вывод, все уже, выбор. Остаться вам в прошлом или идти в будущее. Открывается дверь в новые возможности, в новую жизнь, новый этап жизни. Соответственно, осенью по судьбе этот этап новый в жизни начинается, а вы можете либо цепляться за старое, либо уже отпустить все и идти туда, вперед. Я считаю, что вам нужно что-то начать новое. Нужно вот открыть дверь в неизведанное. И там все только хорошее, все прекрасное. Там ваш рост, да, вот видите, растет дерево, там ваш рост. И вы, может быть, даже очень изменитесь в скором времени, да, в лучшую сторону. Поэтому идите во врата вот эти, да, не задумывайтесь совершенно, а просто шагните, потому что прошлое держит вас очень крепко. За вас цепляется оно ветками, за вас цепляется оно там вьюном или плющом, там, да, всячески тянет вас за ноги, за руки. И вам нужно перестать страдать, а идти вперед, да. Поэтому мое мнение здесь, что, конечно, новый этап в жизни начать нужно. Плюс у вас есть помощники, да, чьи-то признания будут там, да, в своих каких-то проблемах в итоге. Но это не может вас сломить. Это только даст вам стимул к росту, к тому, чтобы решать эти проблемы, правда же? Поэтому ничего не бойтесь, все будет хорошо. Ну, такая позиция номер 3. А мы идем с вами дальше к позиции номер 4. Судьбоносные моменты осенью, которых не избежать. Дюмартирит. Давайте смотреть, что у вас недавно в жизни происходило. Карта влюбленные, такая красивая. Как же я люблю Чиро Марчетти, боже мой, как он красиво рисует. Смотрите, карта показывает, недавно у вас в жизни была любовь. Большая-большая, чистая, светлая любовь. Вы кого-то любили, и кто-то любил вас. Не исключено, что это продолжается, что и сейчас эта любовь продолжается, взаимная, да. Конечно, такие союзы созданы прямо на небесах. Карта показывает заключение партнерства, контрактов, объединение в пару, заключение брака. И также она показывает встречу двух половинок, большую-большую чистую светлую любовь между людьми. Если у вас хоть что-то из этого недавно происходило, то это ваша позиция. Позиция объединения двух стучащих сердец. Заключение союза ангелов, да, на небесах. То есть вот она такая, это светлая карта.
Она говорит о трудностях, о выборе, о том, что нужно ради любви уметь выбирать эту любовь. Нужно проходить все испытания с честью и достоинством и выходить победителями вместе, держась за руки. Принимать друг друга, терпеть друг друга. И не терять друг друга, это самое главное. Если вы уже обрели кого-то, держитесь за него. Это очень важно. Хорошо, если вы себя узнали, какие судьбоносные моменты осенью будут происходить в вашей жизни. Пятерка мечей. А ведь у вашей любви есть враги. И вы этих врагов скоро победите. Неизбежно то, что враг выявится. Да? В первую очередь он выявится. А во вторую очередь вы заткнете этого врага за пояс. Скорее всего, это будет в отношениях. Да, что у вас есть либо конкуренция в отношениях с чьей-то стороны, да, либо, может быть, кто-то покушается на вашу пару в плане разорвать эти отношения, а эта пара мне невыгодная, не хочу. Там, да, друзья могут быть, родители, еще кто-то. Вам выгодна эта пара, потому что вы любите друг друга. Понимаете? И да, могут быть покушения со стороны врагов, но вы всех преодолеете, особенно если будете держаться за руки вместе. В общем, кого-то вы скоро заткнете за пояс из ваших недоброжелателей. И, соответственно, потрете ручки, да, скажете: ага, я все могу. Так, смотрим дальше, что вам еще по судьбе. Тройка мечей. Тройка мечей, она показывает, что вы узнаете что-то, что вам не понравится. Скорее всего, про ваших друзей. Вот бывает такое, что ты кажется, что тебе вот кажется, что ты дружишь с человеком, да? А на самом деле этот человек уже давно не твой друг. Он заглядывается на твоего партнера или партнершу. Он хочет твоих денег, он хочет жить твоей жизнью, завидует тебе черной завистью. И когда-то приходится об этом узнать. Мы с тобой дружили, мы с тобой общались, мы с тобой там, не знаю, вместе на работе глаза в глаза 8 лет просидели. А ты, оказывается, не очень хороший человек. И ты мне, оказывается, все это время еще и палки в колеса вставляешь. Вы знаете, насколько полезно это узнать? Я считаю, что неприятно, но полезно до безумия. Потому что вы, наконец, поймете, откуда был источник все это время ваших каких-то проблем. Вы буквально поймете, кто это. То есть мало того, что вы каких-то конкурентов, врагов заткнете за пояс, так вы еще и узнаете, что есть из ваших близких друзей на самом деле недоброжелатель. И да, неприятно, но полезно. И лучше сейчас, чем вообще никогда, и все время терпеть свои неудачи, а ты даже не знаешь, откуда нож в спину, да? То есть, согласитесь. Хорошо, смотрим дальше. Что же там еще? Рыцарь кубков. Кто-то будет за вами ухаживать, дарить подарки, объясняться в любви. Осенью развитие личных отношений идет очень серьезное, сильное. И, я думаю, что свидание, времяпрепровождение вместе, сильные чувства друг к другу, особенно человека к вам, сильные чувства и демонстрация этих чувств. Рыцарь кубков, он именно демонстрирует чувства, он их показывает. Он говорит о них, он старается проявить себя. И, соответственно, вам по судьбе осенью окунуться в какие-то все-таки любовные отношения с головой, да, и человек будет вокруг вас, вот прям окружать вас своим теплом, своей энергией, своей заботой, может даже излишней опекой, да, и своими какими-то знаками, там, внимания, подарками, цветами, может быть, если вы женщина, если вы мужчина, заботой, там, приготовила что-то там женщина, да, там, сделала для вас что-то хорошее, фоторамку подарила, еще что-нибудь, носки с пеной для бритья. То есть, вот понимаете, да, тут идет вот так вот, кто-то рядом. Хорошо, что еще? Ага, умеренность. А вот тут идет исцеление. Вот видели, у вас тут тройка мечей, да? Как вам суждено
немножечко на кого-то обидеться и разочароваться, так суждено отпустить это все и исцелиться. Может быть, даже помириться, выяснив отношения, потому что никто никогда не ненавидит нас просто так. Иногда мы бываем, мы что-то делаем нехорошее, там обижаем человека, не замечаем, что мы это сделали. То есть что-то выяснится на самом деле. Душа у вас успокоится, и вы придете в полное равновесие. Ну и также сама по себе умеренность часто означает момент исцеления. То есть по судьбе осенью от чего-то вылечиться, исцелиться, обрести этот момент, галочку поставите, да, что я исцелен, я исцелена, я выздоровела, да. И это прекрасно. Ангел-хранитель рядом с вами. Высшие силы ведут вас. Они стараются вас оберегать и благословляют вас на осень. Как ни крути, да, бывают трудности, бывают какие-то неприятные моменты, нехорошие известия. Но умеренность всегда говорит о том, что все пройдет. И высшие силы выведут вас из этой трудности, из любых передряг. Так, следующая карта у нас. Девятка пентаклей. У вас наладится с деньгами осенью. Это карта богатства и процветания, мирной жизни и стабильной жизни в плане денег. То есть что-то будет вот как прибавление в деньгах. Может быть, какой-то большой куш сорвете где-то, да, там по работе, выгодный контракт с премией. Может быть такое, что вам поднимут доходы, или вы найдете очень хорошую работу, или богатого мужа. Вот кто как на самом деле. Но девятка пентаклей – это карта финансового процветания, конечно. Она говорит о том, что у вас очень сильно будет больше денег осенью, и вы не будете ни в чем нуждаться в итоге. Конечно, это все по вашим заслугам. Вы должны для этого применять какие-то действия. Если вы будете просто сидеть, то, конечно, это может и не сбыться. Но высшие силы говорят нам с вами о том, что неизбежно вы будете для этого что-то делать. И неизбежно вы добьетесь этого, что у вас будет сильное улучшение финансового положения или хотя бы какие-то богатые подарки, да? Если вдруг это все-таки завязано на отношения. Ну, мужчины, сразу говорю, от отношений денег не ждите, ладно? Дальше. Шестерка мечей. По судьбе вам осенью куда-то поехать. Будет дорога, возможно, дальняя или даже переезд. С этим уже тут не поспоришь, да, карта отъезда или путешествия. И это может быть чаще всего дальнее путешествие. То есть просто в соседний город 15 километров съездили, вряд ли будет выпадать шестерка мечей там, да. Хотя, если для вас это событие, конечно, может и это обозначать. Но чаще всего нет, чаще всего подальше куда-то. Может, там в другой регион, в другую страну, или какая-то командировка, или путешествие, или вот я говорю, переезд даже. Даже пусть в одном городе с одной квартиры на другую, там, или с квартиры в дом, но что-то такое движение будет, состояние перехода. Карта, она показывает уход от проблем, от каких-то трудностей, от ответственности за что-то. Она часто показывает, что больше нет силы тянуть этот груз, и пора прощаться с одним берегом и встречать другой. Может быть, это тоже вас наведет на какие-то идеи, да? Так, ну и еще карту достанем. Семерка мечей. Неизбежно, совершенно неизбежно, что осенью кто-то будет за вами следить и что-то от вас скрывать. Обратите на это внимание, что кто-то что-то делает из-под тишка, наблюдает за вами, может быть, в социальных сетях или пытается выследить. Будьте осторожны. Давайте посмотрим, с чем это связано. Это связано с тройкой пентаклей, с вашей работой. Смотрите, если у вас на работе есть стукачи, поклепщики, люди, которые пытаются подсидеть вас, значит, в вашей работе не допускайте никаких ошибок. Постарайтесь все документы вести правильно, потому что как только вы допустите ошибку, а за вами следят из-под тишка, да, на вас тут же настучат. Поэтому тут конкретно именно по работе, поэтому будьте просто внимательны к сотрудникам, тем более, что вы в ком-то, вам по судьбе разочароваться, да, из этих людей, может быть, это сотрудники. Вот я говорю, просидел с человеком глаза в глаза 8 лет, и он оказался какахой. Вот подумайте над этим, потому что за вами явно следят и явно по работе. Видите, карты все здесь расшифровали.
Вам нужно быть внимательнее, чтобы вас по работе не подставили завистники, чтобы вы не слетели, допустим, вас уже по карьере собрались поднимать, а вы слетаете. Почему? Потому что есть вот такие люди. И если вас карты предупредили, вы можете этого избежать. Вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Очень вас люблю и жду, что вы будете оставаться с нами.